Вон что ее. Вон что. Аж камыш ходуном ходит. Вон. Все, здесь вплавь уже пошли. Утки летают не спеша. Конечно, медленно плывет, что об этом говорить. Он схватился, слава богу. А то так в море удует. Здесь опять маленечко. То плывем, то едем. Ветер еще встречный. Кое-как. Хоть шестом бери и толкайся. Поди доплывем. По-моему, цеплять стал земельку. Мандатра. Все, побыстрее пошел. Больше я здесь не поеду. Долго. Лучше, как обычно, ездить. Но здесь я просто хотел посмотреть, что рыбаки ловят на речке. Переплывал на элечке на самой пониженной передаче. Ремень гидрача, но это всегда так. Все, чуть-чуть повизжит и перестает. Сейчас давайте посмотрим, не намотало ли на браконьерских сетей. Нет, нормально вроде бы все. Все хорошо. Можно ехать дальше. Вон утки сколько скопилось на ручье.
Уточка помаленечку подходит. Впереди нас снова преграда водяная, по которой мы уже движемся. Красиво заходят, да? Эх, лепота. Широконоска, в простонародье соксун. И черочки в основном. Он крикаш до самого последа сидел. Раньше, когда на коне здесь ездили, здесь этого камыша вообще не было. Здесь один был кундрак сплошной. Маленькая травка. А сейчас все заросло. Земелька отходить начала. Два козлика, вон, видите, бегут. Метров, наверное, 50 подпустили, паслись спокойно. А мы с подветренной стороны едем. Вот один рогач, вторая самочка. Вон они бегут. Нарушили их трапезу. Хотя вот едем по дороге. Можно было, конечно, там переплыть, но долго это все дело. Лучше помаленечку, по мелководью. Гусачки. Выпь. Прям вплотную сейчас подъедем. Этот, который на болотах орет, там. Типа так. Вплотную подъехали. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Вот такая вот у нас длинная дорога была водяная. Конечно, кому не интересно, вы можете перемотать это все дело. Но многие зрители просят меня показывать
наши сибирские просторы. Ну и, соответственно, дорогу к тем местам, где мы с вами рыбачим. Ехали мы с вами на вот таком вот монстре из семейства соколов под названием Хунтер. Вот он. Приобрел в прошлом году. И вот сейчас довольствуюсь, наслаждаюсь ездой на этой чудо-технике. Сейчас соберем паук-подъемничек, ну и попробуем вот в этом вот ручье, вот, ну, на паук порыбачить. Здесь вот, как видите, рогатулина, кто-то уже рыбачил, ну и мы попробуем порыбачить. Так, в принципе, едешь, бывает, видать, что в разливах рыбка ходит, то есть заходит. Ну и сейчас тоже попробую. Конечно, год на год не приходится, как вы уже это заметили. В этом году у нас в Сибири на реке Каргат очень прям мало воды, я бы сказал. Вот эти вот места должны быть все в воде. А мы вот спокойно везде и всюду ездим. Так что до того уровня, который был в прошлом году элементарно даже, где-то еще примерно 70-80 сантиметров. Ну все, дело у нас к вечеру уже. Сейчас заодно посмотрим, как уточки мотаются. Вроде бы так-то есть, подходит. Ну, в общем, попробуем на жарежку чего-нибудь поймать. Ну все, приступаем. Рыбачить мы с вами будем все на тот же паук-подъемник, что и рыбачили в прошлом году. В этом году я на него еще не рыбачил. Ячея у него 38 миллиметров. Так что ни о каком чебаке и речи быть не может, но если только что больших размеров. Скажем так, открываем сезон на паук-подъемник. Ловись, рыбка малая велика, нам и добрым людям. Здесь не сказать, что шибко глубоко. Я бы сказал, даже мелко. Но самое главное нам это. На жаре его поймать и все. Больше и не надо. Вот этот вот весь путь, пройденный нами сейчас с вами на квадроцикле. Раньше приезжали мы сюда на лошади. Вот с той стороны камыша не было, ничего такого. То же самое эти же вороны, грачи. У них своего рода здесь грачинник. И это распрягали, она паслась. А я вот здесь вот стал у берега, рыбачил на паук-подъемник тоже. Своего рода ностальгия. Это было 20 с лишним лет назад. Это лет 25. Может даже больше. 27. Не будет, если ловиться. В другое место переедем. Рыба, конечно, и в деревне ловится помаленечку. Скажете, зачем за такую даль ехать? Ну, хотел, как говорится, себя выгулять. Посмотреть, как ожила природа за 1,5 недели. 1,5 недели не был здесь. Ну, не именно здесь, а вообще не катался. По работе некогда было. Ручей весь одинаковой глубины. Сейчас десяток раз дернем еще. Если не будет, то дальше поедем. Волны-то есть, как рыба ходит. Но вытаскиваем мы сейчас с вами крайний раз. И поедем рыбачить в основное русло. Здесь, увы, нету. Все, едем.
Подъехали мы вот с вами к руслу. Сейчас посмотрим, что у нас получится с вами здесь. Глубина совершенно другая уже. Пусто. Ну, покидаем, посмотрим. Ну что, друзья, вот и дождался своих карасиков в количестве 3 штук. Собирался уже практически ехать. Ну, елки-палки, во. Другое место менять. Ну, сейчас тогда еще порыбачу немножко. Уже пустые домой не поедем. А так собирался уже ехать в другое место менять. Коряжник гонит. Попадались, конечно, этот окунь, чебак, но я их отпустил. Ни к чему они мне. А карасика вот с удовольствием пожарим. Переезжаем дальше. Решил я вокруг не объезжать, а срезать напрямки через камыш. Скоротать своего рода так время. Ну что, дорогие зрители, приехал я еще в одно место. Конечное. Поймаю здесь, поймаю, не поймаю, значит, с 3 карасями домой поедем. Здесь вот кто-то рыбачил, смотрю. Здесь попытаем свое счастье. И все. Так как дело у нас уже к вечеру, сейчас немного и стемнеет уже. Что будет, то будет, в общем. Проще сказать. Немного не доехал до того места, где я щук в прошлом году ловил. Примерно в это время. Да не примерно, а в это время. Вот это еще одно подтверждает, что год на год не приходится. В этом году все раньше. Еще бы, как говорится, штук несколько поймать, и было бы замечательно.
На охоту, я думаю, можно смело ехать. Где-нибудь постоять на разливчике. Уточка подошла, и хорошо подошла. Кружится. Пару мест себе уже присмотрел. Все-таки, уважаемые зрители, доехал я до того места, где рыбачили мы в прошлом году. Приезжали сюда мы на Семене, ловили больших щук. Но сегодня, увы, даже карася практически нету. 3 штуки как поймал, и все. Ну, сегодня либо день такой, либо бог его знает. Ехал, встречался с рыбаками, тоже не ахти, говорит, было. Предыдущие дни, вернее, получше, говорит, ловилось. Ну, сейчас с десяток 2 дернем. Если ничего не будет, значит едем в сторону дома. Ну и последний на сегодня раз. Не везуха сегодня. Все, поедем на нашем монстре домой. Сегодня была своего рода так прогулочка, я бы сказал. Разведка перед охотой. Так как на охоту еще не ездили, на уток. Холодно было у нас довольно. Сейчас вроде передают тепло, что можно будет переночевать. Но мы с ночевкой, наверное, вряд ли поедем. Скорее всего, рано утром мы поедем. Ну, либо на день. Квадроцикл я покупал на родине, где его произвели. Это город Новосибирск. Но сейчас в данном городе их очень большое количество. Даже взять, если наш населенный пункт небольшой, 5000 населения, вот такого вида квадроциклы, и то 4 производителей. Вот. Ну, смысл у всех один и тот же. Я взял его в прошлом году, как уже говорил, в самой минимальной комплектации, короткобазой, ободрыши. Здесь на ободрышах я наоборот остановился. Лучше предлагали заводскую резину, но заводская, вроде как сказали, резина 2-слойная, а здесь 4-слойная. Вот, грязевая елка. На выбор было 3 или 4 рисунка протектора. У некоторых он один, у производителей. А так вот, что прошка, сам Сокол на УАЗ мостах, там все один в один. Смысл у всех квадроциклов один и тот же. Это месить грязь. Здесь речь идет уже не о комфорте. Если там сравнить Жигули и иномарку. А здесь речь идет только об одном. Месить грязь. Выполняют они то же самое. Любой каприз за ваши деньги. Как я уже сказал, я взял в самой дешевой комплектации. У некоторых вот это все закрыто, ступеньки закрыты, расширители арок, багажники, вот это вот все можно сделать. Ну, просто разница в деньгах в 200 с лишним тысяч. Это просто уму непостижимо за вот эти вот допы. Элементарно, даже вот это вот стекло ветровое, оно очень сильно хорошо помогает. У них оно стоит 10 000 рублей. Можете себе представить?
А я поехал в свой магазин, который в деревне расположен. Приобрел его за 1400. И вот на стяжках его сделал, установил. А какая разница, что вот это потемнеет со временем, что то они, как на форумах пишут, то же самое темнеет. Нельзя руками там мыть, тереть, только чисто водой и все. Но это тоже не есть хорошо. Такие ценники. Вот. У этих, у кого я брал, залог оставляешь и записываешься на очередь. То есть можно его взять даже вот без расширителя арок, без багажника, без заднего багажника. Он еще будет дешевле. Вот. Что не каждый производитель этих квадроциклов может этим похвастать. Допустим, одна комплектация и одна фиксированная цена. Все. А здесь, допустим, я захотел вот эти расширители арок поставить. Все, ради бога, они мне только их поставили. Все. Захотел бы я лебедку, они мне лебедку бы установили. А вся начинка, все одно и то же. Смысл один и тот же. Тот же тойотовский двигатель, коробка автомат и все. Единственное, я вот багажник задний не знал, что он настолько маленький. Вот, я бы его, конечно, побольше бы заказал. На картинках вроде бы большой, но на самом деле даже грешным делом ящик нельзя поставить. И здесь вот расстояние вообще ни о чем. Вот, руками достаю. Видите? У кого здесь? Удочки положил, и то не войдут. То есть здесь я буду 100% его чуть позже переделывать. А так, как видели в начале видео, плавает, как и у всех. Поэтому я не знаю. Могу, конечно, ошибаться. Но я вот, допустим, это все дело, вот эти подножки, то же самое, коврики со временем постелю. Здесь чем-нибудь закрою. Но такие деньги переплачивать я не собираюсь. Чтобы это все вот так вот в грязи было. Все равно по предназначению он молодец, техника хорошая. У кого деньги позволяют, берите, конечно же. Это, можно сказать, мечта рыбака и охотника. Так что едет абсолютно везде. Мосты не заварены. Передний мост вот хабы стоят. То есть работа здесь как у Нивы. Единственное, потом, может быть, как говорится, если деньги будут позволять, приобрету вот передний мост редуктор, чтобы два одновременно гребло. То есть, если, допустим, где-то выезжать, ну, я сильно на нем плавать, конечно, не собираюсь, но всякие в жизни ситуации, конечно же, будут. У нас, как видите, по местности болотистая. Вот. Поэтому, чтобы два колеса одновременно крутилось, я приобрету. Ну, а то, что, допустим, некоторые заваривают его внутри, ну, я, с моей точки зрения, это не есть хорошо. То есть, постоянно на поворотах где-то что-то, он постоянно в нагрузке идет. Ну и все, что хотел рассказать. Кому интересно, где я покупал и у кого покупал, я ссылочку оставлю ниже под видео. Звоните, узнавайте. Так что смысл у всех один и тот же. Так что как-то так. Почерк, конечно, у каждого производителя есть свой, не без этого. Кто-то делает одно так, другой так. Ну, а так в целом все одно и то же. Рыбалка у меня получилась такая, как получилась. Ну, ничего не сделаешь. На жарежку поймали 3 штучки. В общем, сегодня как-то так. Не каждый раз, конечно, бывает такое, но рыбалка — это не в магазин сходить. Ну, в общем, спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много нового интересного. Всем всего доброго и до новых встреч. Где-нибудь на природе, на рыбалке, либо на охоте.